Представители знака зодиака Телец. Тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, ретроградный Уран по 31 декабря до конца года. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. И ретро-Уран в вашем знаке, мои дорогие тельцы. И это те события, должна сказать, он в вашем знаке уже давно. Так вот, то, что в вашей жизни, вспомните, вам это будет подсказкой хорошей. То, что происходило с 22 января по 18 августа, ну, плюс-минус пару дней, это будет иметь значение на последующий период. Вот все вот эти события, может быть, это были события непреодолимой силы. Это могли быть какие-то форс-мажоры. Это могло быть, когда, знаете, что-то с ног на голову переворачивалось. Или, может быть, была какая-то данность, как дело, тема, чем вы занимались, чему вы уделяли внимание. Вот если вы проанализируете, то именно теперь ретро-Уран нас словно вернет к этим же вопросам. Как раз мы пойдем в будущее, но Уран нас побуждает приветствовать перемены. Может быть, нам и не хочется. И в вашем случае, мои дорогие тельцы, телец – это какая-то сама по себе, как структура порядка, да, мы говорим, или какая-то территория, это все для тельца важно. Вот где оно мое, где мое счастье. А с Ураном, который любит все менять, переворачивать с ног на голову, тут как раз вот то, что для нас основополагающее или очень важное, меняется в какое-то другое либо направление, либо в другой порядок. Мы разложим вот так колоду. И первый вопрос, который мы зададим и достанем карту, важное событие до конца 2023 года, чем запомнится. Правда, вот чем запомнится, какое-то важное решение должен принять телец. Может быть, это касается личной жизни, может быть, вашей работы. А возможно, это все вообще как-то взаимосвязано. И, допустим, принимая решение по поводу работы, где я работаю, в каком качестве, вы будете одновременно принимать решения и где-то с учетом личной жизни, или наоборот меняется ваша личная жизнь, или какой-то переезд вы осуществляете, или планируете, может быть, переезд, а тут как-то все идет немножко по-другому. Собирались в одно место переезжать, а соберетесь совершенно в другое. К примеру, такое тоже у кого-то может проиграться. Или вы думали, что, допустим, какие-то отношения для вас очень важны, а здесь может быть пересмотр, потому что какие-то новые грани сотрудничества или взаимодействия открылись, или какие-то черты характера человека конкретного вас не устраивают, или, может быть, за этот период вас подвел человек, и здесь вы тоже вынуждены даже то, что вы выстраивали, возможно, в течение последних где-то лет, может быть, где-то с 2020 года вы тоже будете пересматривать. Давайте узнаем, что нового войдет в мою жизнь. Чем-то Шуран должен нас порадовать. По пятерке кубков не совсем про радость, про сожаление, принять, правда? То есть что-то из нашей жизни будет уходить, и нам от этого придется отказаться. Я не могу сказать, что это будет очень болезненно, но захочется где-то нырнуть, может быть, в прежние отношения или к какому-то устоявшемуся укладу по работе, а у кого-то проиграется изменения на работе, может быть, руководство меняется, какие-то новые условия труда, да, например, график работы. И тоже это своего рода перемены, нам себя перестраивать придется. Вот есть какие-то сожаления, что мы думали, что оно сложится что-то, а тут возьми, нам сюрприз преподносит в виде каких-то событий жизнь, когда собирались играть в покер, а нам партия в шахматы. Вот как-то так. И мы где-то и не готовы, а с другой стороны есть и сожаление, что как-то оно пошло не туда. И тем не менее, что нового войдет в жизнь? Нет чего-то нового, принять какую-то сложившуюся реальность, которая отличается от той, что была прежде. Вот такая перед нами задача. Мои дорогие тельцы, какие неожиданности в этот период до 31 декабря, сентября, давайте узнаем. А вы знаете, вот пусть тут хоть камни с неба, а в вашу пользу как раз карта Солнца выпадает. Мы говорим, какие неожиданности. Солнце, что может быть лучше? Это карта счастья, карта удачи. Самое главное, карта выбора правильного направления. Поэтому где-то своему эго мы не наступаем на горло или говорим в собственной песне. Вот именно ваше какое-то внутреннее
желание, что я хочу достичь, какого качества жизни я хочу тоже или иметь, или представляю, или к чему я стремлюсь, назовите как угодно. Так вот, коней на переправе мы не меняем. Мы можем изменить планы, но вот цель или намерение, оно должно оставаться прежним. Значит, что-то будет корректироваться, но то, что лежало в основе ваших свершений, ваших, опять повторюсь, намерений, оно должно оставаться. Просто для вас даже какое-то патовое событие вот в этот период будет означать путь к солнцу, какой-то удачи, к какому-то прогрессу, к исполнению желаний, но совершенно другим методом, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны к тому, что придет на ваш порог, как новые люди, как новые предложения, как какие-то новые события или новый опыт. Мы здесь все отстраиваем по-новому, хотим или нет. Но это уже само по себе здорово, карта Солнца. Давайте мы узнаем, что будет тельцов радовать до конца года. А то, что вот период вот этих ограничений или мы закрываем дверь в прошлое, так называется десятка мечей. Так вот нас будет радовать, что мы, знаете, кто-то, может, хлопнет этой дверью в прошлое из вас, или будет такая возможность. Но это как тайное может стать явным, да. Какую-то новость вы узнаете, она подведет итог. Может быть, отношениям, а может быть, нашему отношению к работе или к нашему бизнесу, или что-то мы здесь должны окончательно завершить, расставить точки над «и» или сыграть последний аккорд. Вот какой-то пазл у вас точно сложится. И вы, мои дорогие тельцы, знаете, без вообще сожаления всяческого, если еще по пятерке кубков есть сожаление, а здесь уже все. И отболело, и отгорело, и уже нет никаких эмоций. Какое-то прошлое, вы сами словно завершаете его, завершаете свой жизненный этап. И это вас будет радовать. Радовать, наверное, то, что какая-то грусть, тоска, печаль уходит, мои дорогие. Вот это будет до конца 2023 года. Что нам будет помогать в этом пути? Мир, Вселенная, возможности. Вам будут помогать новые, как и перспективы. Вам будет помогать пространство. И то, что я сказала, будьте внимательны людям, которые вам встретятся на пути, каким-то открывающимся, может быть, новостям, информации. В чем-то будет вам подсказка дана. По карте «Мир» нет ничего невозможного. По карте «Мир» это 21-й старший аркан, это подведение итогов, когда у нас сбываются наши мечты. Поэтому что нам будет помогать? Какая-то ваша реализация. И вы ее увидите до конца 2023 года. Вы сможете осуществить переезд, даже если собирались в другое место. Но, значит, с какими-то лучшими возможностями у вас это может получиться. У кого-то это может проиграться как получение новой должности, построение карьеры. По карте «Мир» ваша популярность, и это нам будет тоже помогать. Что-то для вас многогранно хорошее придет в вашу жизнь. И не случайно у нас выпадает карта Солнца. И, видимо, что нас будет радовать? Когда мы закрываем в прошлое дверь, тогда взаимосвязь между нашими желаниями, намерениями и каким-то балансом внутренним и одновременно внешним, как в гармонии со Вселенной, в новом ключе, в новой тональности, мы сразу видим для себя новые возможности. Что нам может помешать? Паж мечей. Знаете, если мы будем чересчур где-то расчетливыми, холодными, если мы где-то начнем продавливать какую-то свою ситуацию или начнем быть скептиками. Тут ведь про альтернативный вариант мы уже с вами говорим. И больше открытости миру, взаимодействия с миром нам будет помогать. А если мы где-то так соскользнем, знаете, в какой-то материализм или в какую-то чересчур логику. Нам ведь сказали, что тут не все будет по логике развиваться. И сам Уран – это совсем не про логику, а наоборот, когда мы допускаем, что в любой момент все может пойти наперекосяк, вот это нам как раз будет помогать. Как ни странно. Давайте узнаем, какие двери будут открыты в течение, где нас как будто ждут, или что у нас получится сделать правильный выбор. Получится, наверное, по двойке мечей какую-то, знаете, сложную ситуацию решить, когда
прежде мы не видели выход, или мы не могли что-то словно соединить воедино. Или если вот мы сказали, что двойка мечей, да, мы спрашиваем, какие двери будут открыты, а прежде у нас выпал туз мечей. Вот если здесь есть какая-то развилка, а у нас выпала карта туз мечей на вопрос. Важное событие, первая карта, которую мы с вами доставали, был туз как раз мечей, то вот из этой развилки судьбы мы уже точно будем видеть какое-то направление. Значит, если прежде какая-то ситуация для вас была словно замороженная или что-то застряло, вы не могли с чем-то определиться, или, может быть, у кого-то, если это касается поездки, да, или переезда, или какой-то личной истории, но была двойственность, может быть, это касалось человека конкретного и поведения человека конкретного. Может быть, эти были обещания по работе, и тоже что-то было непонятно. Или в каком направлении я буду работать, да, или какую я работу изберу. У кого-то и так ведь может быть проигрывается. Вот здесь вы четко знаете, что я хочу и чего я делать точно не буду. Давайте мы спросим, что я смогу осуществить, что тельцы смогут осуществить до конца 2023 года. Верховная жрица. Старший аркан, есть какая-то тайна. Вот, видимо, это карта интуиции, что я могу осуществить. Нам сейчас не говорят какой-то конкретики, видимо, у каждого будет по-разному. С другой стороны, это карта тайных знаний. Я могу сказать, что, ну, если нам не говорят про конкретное действие, то об интуиции точно эта карта говорит. До конца года может измениться так ваша жизнь, что вы поменяете как и сферу деятельности, как и место проживания. Вы сможете разобраться в каком-то вопросе. Для кого-то из вас тайное станет явным, мои дорогие тельцы, и, видимо, это поможет в принятии важного решения. Я тоже такое могу предположить. Нет какой-то четкой конкретики по карте Верховная Жрица, ведь это карта тайн. Давайте мы достанем, как проиграется каждый месяц именно с учетом Урана для вас, мои дорогие тельцы. Сентябрь. Что? Чем ознаменуется сентябрь? Ну, решите вы какую-то проблему, вы уже в сентябре, не случайно вам карта Солнца и карта Мира выпадает, вы уже в сентябре увидите результаты или плоды труда своего, или вы сделать можете уже это решение, вы будете видеть свои ориентиры. Здесь у каждого по-своему. У кого-то это может означать получение как новой должности, как и переход на другой какой-то уровень в плане вашего бизнеса, опять же, развития. Но эта карта нам еще и говорит о том, что нам придется в течение сентября удерживать свои позиции. У вас позиции сильные, практически победители, но мы не можем расслабиться. Победа есть, но ее придется удерживать где-то так. Давайте мы смотрим октябрь с учетом с Урана, что вам принесет. Прекрасно. Несмотря на какую-то турбулентность и достаточно сложный этот период, оно того стоит, мои дорогие тельцы. У вас выпадает карта императрица. Для кого-то из вас смена статуса уже в октябре произойдет. Может быть, это признание в любви состоится и очень быстрое какое-то решение по поводу свадьбы, венчания, мы говорим, да. У кого-то это может быть и прежние какие-то отношения, которые тоже перейдут на другой уровень. Для кого-то из вас это может быть, девочки мои дорогие, зачатие ребенка, правда, и материнство последующим. Для кого-то реализация бизнес-проекта, творческого проекта, особенно для творческих людей, нет ничего невозможного. Но, мои дорогие тельцы, если здесь у нас победитель выпадает, а карта императрицы – это карта власти, поэтому у нас тут все практически в нашей власти. Но энергии мягкие, вот так, наверное, по-тельцовски, дружески, по-теплому, по-душевному вы сможете решить практически любую ситуацию. И поэтому, как и личная жизнь в балансе, так и ваши какие-то честолюбивые намерения определенно порадуют уже в октябре. Давайте мы посмотрим, чем для нас, для тельца, ноябрь, отдых, четверка мечей, буквально я складываю оружие, уже ни с кем не спорю.
и привожу мысли в порядок. Какая-то пауза у вас может быть с учетом Урана ретроградного, может быть, какие-то вопросы вы будете завершать, может быть, и документы оформлять, может быть, вопросы вашего здоровья или уделять внимание самому себе, дать телу отдых тоже проходит по этой карте, вполне вероятно. Вот такой месяц будет для вас ноябрь. Давайте мы спросим, и в конце концов кульминация декабрь, что для Тельца, колесница, перемены. И еще один старший аркан, который говорит о том, что еще в декабре будет что-то меняться. Это может быть, вот мы говорили о поездке, да, все же иногда проходит это по этой карте момент переезда. Значит, вы все равно какой-то, если переезд, мои дорогие тельцы, или поездку далеко планировали, вы это сможете осуществить, и как будто вам Уран даже каким-то нетрадиционным методом или какими-то совершенно не теми возможностями, которые вы могли предположить, будет вам, ну, как зеленый свет обеспечивать. Поэтому будет действительно Уран помогать. По этой карте это где-то карта успеха, удачи. Но если мы провожаем прошлое и встречаем будущее, если мы не готовы что-то удерживать сверх меры, а когда мы как раз от чего-то, от какого-то балласта можем отказаться, тогда для нас Вселенная подарит еще больше бонусов. Перекладывайте на себя, правда? Как будто не заканчивается, мои дорогие, в 23-м году, в декабре, какие-то положительные сдвиги в вашей жизни или какие-то новые возможности. Для вас 24-й год откроет еще больше каких-то приятностей, как новизны, может быть, или личная жизнь заиграет для вас новыми красками. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.